Миллионы лет назад большая часть Евразии была дном огромного океана. От Гималаев до Альп протянулся гигантский водный массив, у которого было только одно название – Тетис. Современные Индийский и Тихий океаны – это и есть древний океан Тетис. Он был расположен между древними континентами Гондвана и Лавразия между 250 и 65 миллионами лет назад. И по мере их расхождения он то расширялся, то снова сужался. Тетис назван в честь мифологической греческой морской богини, известной как Тетис или Тифида. В глубинах этого океана обитало невероятное количество живых существ, маленьких, как современная блоха, и больших, как современный синекит, безобидных, как бабочка-однодневка, и невероятно опасных, как пиранья или белая акула. Кстати, о акулах. Знакомьтесь, древний представитель современных акул – стетокант. Он выделялся из толпы своих кровожадных собратьев причудливой формой. Спинной плавник, похожий на капитанский мостик подводной лодки, придавал этому хищнику какой-то своеобразный патриотизм. Внешне стетокант напоминал акулу длиной 70 сантиметров, и, скорее всего, этот видоизмененный плавник служил для привлечения внимания или же отпугивания более крупных хищников. Не исключено, что перед нами нечто похожее на присоску, которая есть у рыб-прилипал. Так называемая щетка, вершина плавника, состояла из ряда параллельных мембраноподобных канальцев. Однако есть несколько фактов, противоречащих этой гипотезе. Как у стетоканта, так у акманистиона был выражен половой дифформизм. Только у взрослых самцов первый спинной плавник имел необычную форму. Скорее всего, эта структура использовалась для привлечения внимания самок. Стетокант был некрупным хищником, чей рацион питания составляли небольшие рыбы, брахиоподы и морские лилии, как и у других похожих рыб. Этот плавник создавал достаточное сопротивление при передвижении, поэтому стетокант был довольно медлительным хищником. В сравнении с соразмерными акулами стетокант имел меньшие плавники и зубы, из-за чего можно было предположить, что он был донным жителем, то есть плавал по дну. Учитывая, что наибольшее число остатков стетоканта было обнаружено в известняке Медвежьего ущелья в Монтане, вполне возможно, что эта рыба была мигрирующей и приплывала на территорию современного севера США для размножения. А вот еще один опасный хищник океана Тетиса – кайкофилу, род морских ящеров из семейства мозазавров. Длина черепа кайкофилу достигала 1,5 метра. Несмотря на родственные связи с северными родами мозазавров, кайкофилу имел от них ряд отличий. Исходя из длины черепа, общая длина кайкофилу оценивается примерно в 10 метров. Скорее всего, основным пищевым ресурсом для этого мозазавра служили не рыбы и головоногие, а местные плезиозавры аристонектины. Достаточно упитанные ящеры, всасывающие в себя водяную мелочь и фильтровавшие ее из воды с помощью множества узких тонких зубов, работавших аналогично китовому усу. И еще один обитатель древнего океана – нотозавр. Несмотря на то, что длина тела нотозавров составляла всего 4 метра, они были агрессивными охотниками. Их рот был полон острых зубов, и они питались в основном рыбой и кальмарами. Считалось, что нотозавры были самыми настоящими экспертами по засадам. Их тела были идеальны для того, чтобы подкрасться к жертве и застать ее врасплох. Принято считать, что нотозавры неразрывно связаны с плеозаврами, еще одним родом морских хищников. Найденные останки свидетельствуют о том, что они жили в триасовом периоде более 200 миллионов лет назад. Самым большим доисторическим хищником ордовикского периода считается ортокон, огромный представитель вымерших головоногих. Ученые считают доисторического ортокона предком современных осьминогов и каракатиц. Длина этого подводного монстра достигала 10 метров, а вес 200 килограмм. Ортоконы были неразборчивы в еде, ели они практически все, что попадалось на их пути, в том числе и других подводных хищников. Мощные щупальца и клюв, которым было снабжено горло ортокона, позволяли им питаться трилобитами и ракоскорпионами. Еще один подводный хищник, которого на первый взгляд и хищником-то не назовешь – скафетит. Скафетит – это представитель семейства аммонитов.
Они были широко распространены в меловых морях по всей планете, что, вероятно, стало одним из факторов, позволивших пережить мелпалеогеновое вымирание. Питались они мелкой живностью и использовали различные способы засады и маскировки. Самый интересный факт, по версии палеонтологов, что самцы после спаривания с самками умирали, наподобие некоторым видам пауков и насекомых. А это интересный вид птерозавра – тетидрако. Тетидрако жили в позднем меловом периоде на территории современного Марокко, около 66 миллионов лет назад. Размах крыльев тетидрако оценивается примерно в 5 метров. Его существование является доказательством того, что разнообразие птерозавров в конце мелового периода было больше, чем считалось ранее. Еще один птерозавр – альсион. Это небольшой никтозаврид с размахом крыльев около 2 метров. Пропорции ног относительно короткие по сравнению с близкими родственниками. Его анатомия очень похожа на анатомию других родов этого семейства. Нижняя челюсть узкая и имеет U-образную форму сверху. У него нет зубов, но края его клюва очень острые. Оба вида этих птерозавров были связаны напрямую с океаном Тетис. Их существование без океана было невозможно. Кронозавр. Это еще один короткошеий ящер, внешне похожий на лиоплеврозавра. Что примечательно, его подлинная длина также известна лишь приблизительно. Считается, что она доходила до 10 метров, а зубы его достигали до 30 сантиметров в длину. Именно поэтому он был назван в честь Кроноса, короля древнегреческих титанов. А теперь угадайте, где это чудище обитало. Если ваше предположение было связано с Австралией, то вы абсолютно правы. Голова кронозавра была около 3 метров в длину, и он был способен проглотить целого взрослого человека. Кроме того, после этого внутри животного оставалось место еще для одной половины. Также в связи с тем, что ласты кронозавров были схожи по строению с ластами черепахи, ученые делали вывод об их очень дальнем родстве и предполагали, что кронозавры также выбирались на сушу, чтобы отложить яйца. В любом случае мы можем быть уверенными в том, что гнезда этих морских монстров точно никто не осмеливался разорять. Большой рацион питания составляли для них мелкие морские обитатели в виде рыб и морских животных. А это эласмозавры. Для них океан – это родной дом. Знаменитый, крупный, длинношеый плезиозавр позднего мелового периода обитал на территории современной Северной Америки около 80 миллионов лет назад. На подводных территориях, где обитали эласмозавры, многочисленным косякам рыб не было спасения. Эласмозавр был длиной около 10 метров. Он имел обтекаемое тело с ластами на конечностях, короткий хвост, маленькую голову и чрезвычайно длинную шею. Базилозавры. Несмотря на название и внешний вид, они не являются рептилиями, как это может показаться на первый взгляд. На самом деле это настоящие киты, причем не самые устрашающие в этом списке. Базилозавры были хищными предками современных китов. Их длина составляла от 15 до 25 метров. Базилозавр описывается как кит, чем-то напоминающий змею из-за своей длины и способности извиваться. Все, что вы сегодня услышали, это лишь крупица огромного мира, который граничит с сушей. Это всего лишь маленькое путешествие в глубины древнего океана, у которого было величественное название – Тетис. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться и жать в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала «Реальное нереальное».